есть люди, которые живут со знаком минус. И вы можете говорить: смотри, вот он обманывает, предает, он плохо поступает и при этом нормально себя чувствует. Очень легко. Он живет со знаком минус, и его задача как можно меньше людям платить, как можно больше людей предавать, обижать и уничтожать. И в принципе он будет себя чувствовать очень долго хорошо, пока у него не появится чувство вины или чувство сострадания, которое его тут же убьет и включит кармическую отработку, либо когда он не выест полностью внутри себя, и ему будет тошно все больше и больше. То есть принцип людей, которые живут через отрицание и поступают через разрушение всех и не дают прогрессу, развитию и счастью, надо понимать, что чаще всего они разрушают подобные себе, и они могут разрушить только тех, кто не готов идти в будущее. Смотрите, очень важный момент. Когда какой-нибудь нехороший чиновник, либо нехороший бизнесмен, на наш взгляд нехороший, или нехороший просто человек-редиска, кого-то обижает, и у кого-то отбирает бизнес, или у кого-то отбирает деньги, то он может отобрать только то, к чему человек не готов, и то, к чему другой человек его будет сподвигать, чтобы тот с ним именно таким образом поступал. То есть, смотрите, какая ситуация. Если вас не устраивает качество отопления, если вас не устраивают тарифы по электроэнергии, если вас не устраивают жилищные какие-то налоги и налоги там, те, которые платите в государстве, ваша задача в этом случае ни в коем случае не осуждать, потому что вы забираете проблемы, неприятности, грехи и промахи тех людей, которые это сформировали, при том они это сформировали относительно подсознательного запроса тех людей, которые должны пройти уроки. Поэтому, когда вы платите за хреновое отопление, вы платите с удовольствием за то, что оно хреновое. Ну, по крайней мере, оно есть хреновое такое, какое есть. Если бы не было никакого, было бы немножко хуже или полностью хуже. Вы платите высокие тарифы за электроэнергию, и вам кажется, что это высокие, но вы с удовольствием платите, потому что если бы не было электроэнергии, сразу было бы намного хуже. Вы платите там, допустим, за дорогой и некачественный интернет, потому что без интернета вам было все равно хуже. То есть если вы начнете с удовольствием платить высокие налоги, с удовольствием платить за высокие тарифы электроэнергии, с удовольствием платить за отопление, которое не очень хорошее, с удовольствием платить за УЖКХ, с удовольствием платить за бензин, с удовольствием платить за техобслуживание автомобиля, какое бы оно ни было. Если вы эти деньги тратите с удовольствием, то у вас улучшается обслуживание и улучшается сервис, и появляется больше денег, и улучшается качество вашей жизни. Если вы что-то делаете с осуждением, то оно ухудшается, и вы узнаете, что то, что было, это было намного лучше, чем то, что стало. Потому что осуждая, вы узнаете, как бывает еще хуже.